Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан приходит к Берану и спрашивает его, что случилось с тобой, все в порядке. Дилан говорит, что со мной все в порядке, пойдем, но Беран спрашивает, прошла ли твоя встреча с другом плохо. Дилан думает про себя, как я могу спрашивать, тот ли ты тот мужчина. Баран говорит, нет, все прошло хорошо, просто у меня болит голова. Хавин звонит Сабихе и сообщает ей, что Дилан и Баран вместе и встречаются с подругой Гульша. Сабиха говорит, что теперь вы вместе расследуете Гульшу, давайте посмотрим, как она обманывает Дилану ложью. Пока Ферат задумчиво думает, звонит Сабиха, и они договариваются о встрече. Ферат соглашается, но задается вопросом, почему он хочет встретиться со мной и в чем его проблема. Дилан вспоминает момент, когда он спросил Барана о Гульшах, пока тот был в дороге. И вдруг он спрашивает Барана, кого он видел со школьных времен. Беран удивлен, и когда он спрашивает, откуда это взялось, Дилан отвечает, что мы смотрели последний альбом, и именно оттуда это пришло мне на ум. Позже Беран объясняет, что во время школы там было несколько человек, но мы расстались после окончания школы. Когда Дилан спрашивает, у тебя когда-нибудь была девушка, Беран злится, отъезжает от машины и говорит, спрашивай открыто все, что у тебя на уме. Головокружение и тошнота у Цеврии продолжаются. Ханифе сообщает Джевдету, что Цеврии может быть беременна, обратитесь к врачу. Беран говорит, спроси Дилана обо всем, что у тебя на уме, не обманывая, мы не уйдем отсюда, не получив ответа. Дилан говорит, что человек, с которым я разговаривал, был другом покойной дочери Сабихи, Гульша. Дирья ловит Гуль и говорит ей держаться подальше от Ферата. Когда Беран спрашивает, какое отношение он имеет к тому, что вы меня спросили, Дилан отвечает, вы не доверяли ему с самого начала, поэтому я был подозрительным и пытался провести расследование. Беран отвечает, вы правы. Но ты должен оставить это мне. Когда Дирья становится уродливой и начинает оскорблять Гуля, приходит госпожа Кадер, злится и говорит ей держаться подальше от Гуля и оставить нас в покое. Из амбиций Дирья говорит госпоже Кадер, что когда она станет невестой этого дома, она заставит ее заплатить за вашу непристойность, постучав в дверь. Дилан говорит, хорошо, я оставлю это дело тебе, я тебе доверяю, но ты должен быть осторожен, не подвергай себя опасности, и они держатся за руки. Затем они вместе смотрят вокруг и говорят, как здесь красиво. Беран говорит, пойдем, они садятся в машину и уезжают. Ферат спрашивает Сабиху, о чем ты собираешься со мной говорить? Сабиха говорит, что работа, которую она собиралась делать с Бараном, была отменена, и что Баран не сделал этого, потому что боялся, и что Ферат был более храбрым и логично. Хотя Ферат говорит, что это предложение его не интересует, Сабиха говорит, что отправит документы Ферату на рассмотрение. Затем Сабиха звонит Хавину, спрашивает, что делают бараны, и говорит ей не следовать за ними. Потом, когда он кладет трубку, он говорит, мы с тобой станем равными, я заставлю тебя испытать то, что ты заставил меня испытать, и уходит. Беран выбирает другой маршрут, и когда Дилан спрашивает, где он отвечает там, где ему нравится. Хотя Цеврия думает, что ее тошнота не проходит, она злится на себя, когда думает о возможности забеременеть. Пока вы злитесь на себя за то, что еще не поумнели и сколько раз выходили из этой больницы с негативными новостями, приходит Джевдет. И сказав Цеврии, может быть, ты беременна, пойдем в больницу, Цеврия заставляет Джевдета замолчать. Дилан нравится место, куда ее привел Беран, и она спрашивает, почему ты не привел меня раньше. Дилан говорит себе, что где бы ты ни была, для меня это рай. Госпожа Кадер расстроена словами, которые они обсуждали с Дирьей, и внезапно заболевает. Беран достает стулья из машины, и они садятся. Они смотрят на то, где сидят, и думают о том, как им мирно рядом друг с другом. Они шутят о том, как будут раздражаться друг на друга, когда подрастут.
Гуль очень боится за Гэжу Кадер, но, к счастью, госпожа Кадер выздоравливает. Дилан мысленно думает, что если бы он погиб из-за Гульшабаран. Берон говорит, что иногда нужно остановиться и прислушаться к голосу. В этот момент он звонит Дилану Берану и, помолчав некоторое время, говорит: «Это место мне очень понравилось, ты был прав, мне оно понравилось». Гуль не позволяет Кадер работать, настаивает, чтобы она немедленно пошла спать и отдыхала, и отправляет ее из кухни. Пока Берон и Дилан собирают стулья и кладут их в машину, Берон понимает, что шина спущена. Когда Берон говорит, что у него нет запаски, Дилан говорит, что это за неосторожность, но Берон подходит к нему и спрашивает, сказал ли он что-нибудь. Когда Дилан спрашивает, ну и что нам теперь делать, Берон говорит, что вызовет помощь на дороге и уходит. Берон вызывает помощь на дороге, но они кладут трубку, говоря, что это не буксировка. Батарея Дилана тоже разрядилась. Когда Дилан спрашивает, мы собираемся остаться здесь, Берон отвечает, да, другого выбора нет. Они начинают готовить ужин, говоря, давай не будем потом голодать. Они проводят время с любовью и множеством образов. Дирья говорит, что эти события у всех на слуху, и делится своим гневом с Азади и Хасаном. Пока они разговаривают, когда приходит Ферат, госпожа Азади и Хасан покидают их. Дирья очень злится и злится, потому что ты не даешь объяснений сразу. Ферат напоминает нам, что мы не женаты по-настоящему, возможно, вы забыли, что это было всего лишь деловое соглашение. Когда Дирья говорит, ты меня опозорил, я не хочу больше таких мерзких вещей, Ферат злится, говоря, хватит, просто заткнись, ты вызовешь другие вещи. Пока Дилан ела, она обожгла руку, на которую Берон тут же подул и потер ее, сказав, дай-ка посмотреть. Пока Берон жарит на гриле, Дилан готовит салат. Они мило ссорятся из-за еды. Он отправил сообщение Барану Джихану и сказал, не волнуйтесь, мы не придем ночью. В этот момент, когда господин Кудрет приходит к Джихану, Джихан делится с ним этой новостью. Господин Кудрет проверяет род Джихана, чтобы узнать, есть ли у него любимый человек, но Джихан объясняет, что его пока не интересуют эти вопросы. Дилан и Берон не могут отвести взгляд друг от друга, пока готовят. Внезапно Дилан вспоминает горькие слова, сказанные им Барану, и говорит, что, несмотря на это, он не оставил меня. Баран сразу замечает, что у него слезятся глаза, и спрашивает, что случилось. Когда Дилан говорит, что это сделано из лука, Берон немедленно забирает его у нее и говорит, отдай мне. Сейчас ночь. Дилан встает и спрашивает, что теперь делать, посмотрим на звезды. Берон смотрит на Дилана любящими, улыбающимися глазами. Когда Севрии внезапно заболевает стоя, господин Сеет, Джевдит и госпожа Ханифе начинают беспокоиться. Хотя они и настаивают на том, чтобы он отправился в больницу, им не удается его убедить. Дирья приходит к Ферату и говорит, я зашла слишком далеко, и мне очень жаль, а затем спрашивает, Гуль предала тебя, как ты можешь все еще любить ее, и Гуль это слышит. Дилан и Берон лежат на земле, наблюдают за звездами и болтают во время просмотра. В тот момент, когда падает звезда, Дилан говорит, давай загадаем желание. Они оба желают, чтобы этот узел был решен, чтобы мы могли встретиться снова, а затем смотрят друг другу в глаза. Пока они смотрят на небо, Сабиха и Хавен наблюдают за ними издалека. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.